Все, пошла запись. Приветик всем. Сегодня у нас последний день, связанный с расчетами, с практическими занятиями по вязанию свитера горизонтального. Сегодня у нас последний этап, и мы будем сшивать изделие. Мое изделие все-таки высохло. Это первый плюс, это очень хорошо. Первое, что я, чему я рада. Второе, что я заметила, что мне кажется, свитерок уменьшился в размерах, чем образец. То есть, понимаете, образец у меня, он стал такой пышнее, более раскрытая пряжа, то есть она такая более воздушная получилась, но образец как бы сильно не изменился. Возможно, даже капельку увеличился. Тут в данном случае у меня свитерок уменьшился так конкретненько, но мне понравилось то, что петельки все выровнялись, очень красиво стало. Ну, я так считаю, что очень красиво все стало. Вот, но из-за того, что мне не хватило пряжи, я сузила свое изделие, то есть я уменьшила плечи, у меня были они 15,5, я их сделала 12. За счет этого, конечно же, рукав тоже подскочил, потому что в этом свитере все зависит друг от друга, и сам свитер стал узким. То есть, по сути, я получила рукав 3/4, мне так казалось, и такой достаточно узенький свитерок. Я вот его сейчас сошью, посмотрю, так ли это, потому что, ну, как бы я не рассчитываю на то, что рукав будет широкий и свитер будет широкий. К тому же после стирки, как мне показалось, капельку он сел. Но самое важное, что он у меня высох. Вот так выглядит сейчас рукав. Видите, реально вот эта резиночка, которая у меня вся плясала в разные стороны, она правда выровнялась. Ну, и немножко приплюснутым стал узор, но в то же время все равно хорошо видно вот эти вот зигзаги. Так что я довольна. Будем теперь сшивать. Приветик. Я сейчас почитаю, может быть, есть какие-то вопросы. Девочки, совсем от вас отстала, только довязываю вперед. Саша даже не отправила расчеты выреза горловины. Ну, высылайте расчеты, еще время есть у нас до конца интенсива, можете совершенно спокойно мне писать. Сегодня я проверю после эфира все ваши домашние задания, у меня там очень много сообщений. Плюс я планирую сегодня выслать сертификаты по шапочкам, наконец-то. Так что тоже ждите. Ну, либо смотрите какие-то сообщения мои, может, я буду уточнять какие-то ваши данные. Тоже может быть. Так, как красиво, очень-очень красиво. Спасибо, Наталья. Ну что, давайте будем сшивать. Я камеру поменяю. Наверное, сошью первую половинку. Потом камеру поменяю и сошью вторую половинку уже, наверное, ну, с другой камеры, чтобы вам не так скучно было, что ли. Хочу просто померить. Если я успею сшить за это время, если, ну, никаких казусов не случится, то я хочу померить. Специально такую нейтральную какую-то футболочку надела, чтобы не было слишком трудно его на себя надевать. Тоже сильно отстала, не переживайте. Странно, не должен был как бы сесть, уменьшиться. Ну, вот, посмотрим. Я потом еще, когда его сошью, я сантиметровую ленту возьму. Сейчас до эфира просто не было времени. Я его сразу взяла с полотенца со своего и понесла сюда. Возьму сантиметровую ленту, еще измерю там высоту, ширину, как у меня что по расчетам посмотрю. Вот плечо 12. И дальше пойду смотреть, сколько там чего у меня. Проверю, уменьшился он или нет. Забыла, что вчера нужно было сдать, сегодня только отправила. Ничего страшного. Приветик, вышла в прямой эфир. Вывела прямой эфир на телевизор и смотрим с детьми. Ничего себе! Приветик вам, детки! Обязательно догоню, правильно, вот это хороший подход. Ну все, давайте я поменяю камеру и будем сшивать. Я тут уже подготовила крючок, чтобы прятать концы ниточек, свою любимую иглу металлическую с большим ушком, тупую, для сшивания, и также ножницы, чтобы нам отрезать ниточки. Иглы у меня есть также другие, я их показывала во всех видео, где мы занимались сшиванием изделий наших с интенсива, поэтому я уже их не стала показывать сегодня. Уже давайте просто приступим к самому главному, к сшиванию изделия. Так, я сама пока еще, знаете, так в раздумьях, как цеплять здесь. Здесь же у нас были прибавки, но мы сейчас по ходу дела разберемся. Я там как раз вязала, очень удобно. Приветик, Юрмале. Так, все, камеру буду переставлять. Давай, меняйся.
Вот, готово. Ну вот мой рукав с изнаночной стороны. Тут вы можете заметить у меня кончики ниточек, помните, потому что мне не хватило пряжи, и я прям вот из самых последних кусочков, которые у меня были, пыталась что-то слепить. Вот как раз у меня тут эти концы есть, так что сильно не пугайтесь. Вообще так быть не должно, чтобы были вот так узлы посередине изделия. Так с изнанки выглядит мой рукавчик. Вот лицевая сторона. Видите, правда, петли выровнялись, и узор очень хорошо виден. Галочки хорошо видны. Мне нравится, как стало выглядеть изделие после ВТО. Только посмотрим, как с размером будет. Привет, у меня наконец-то отдых после свитера перед платьем. Привет, Яна, поздравляю с днем отдыха. Что сегодня делаете? Сшиваем наш свитерок. Ну, смотрите, что у нас тут, что нам нужно сделать? Вот мой рукав. Рукав видно по резиночке, да? Кстати, я вчера же вот эту часть начала обвязывать, низ я вам показывала, но я решила, что я пока обвяжу, пройдет время, мне проще сразу его постирать, поэтому я обвязку эту распустила, потом довяжу, ничего страшного. Так что не пугайтесь, что ее нет, скорее всего, она будет. Мне важно было поскорее намочить свитерок, высушить его, чтобы до сегодняшнего дня он был готов. Берем рукав, складываем его вот так, лицевой стороной кверху, швом кверху, к себе. Здесь, помните, мы оставляли длинную ниточку для того, чтобы этой ниточкой сшивать. К сожалению, эта ниточка у меня одна единственная. Вообще, в принципе, для сшивания всего свитерочка. Поэтому я здесь кусочек отрежу, разделю ее пополам. Здесь кусочек отрежу. И вторую половинку я буду использовать для сшивания другого рукава и другой части спинки и переда. А вот этой половинкой буду сшивать сейчас. Платье с предыдущего интенсива, рукав довязать. О, Яна, я жду, помнишь, да? Только свой постирала, катается в центрифуге. Ух тышка! Эфир сохранится, конечно. Саша, у меня вопрос. В рукавах прибавки вязать по узору? Конечно, каждую прибавку, которая у вас появляется, вы вплетаете в ваш узор. Ну вот, если вот так посмотреть, вот тут видна у меня, где же она? Вот она, по-моему, эта прибавка, вот здесь, но это убавка. И я ее вплетала, видите, она у меня уже тут изнаночной петелькой, тут изнаночная, я ее вплетала, конечно же, в узор. Так, берем мы иголочку, вставляем ниточку в иглу. Так, как всегда, не вставляется все очень быстро. И начинаем сшивать. Раскладываем, еще раз говорю, лицевой стороной к себе и швом тоже к себе. У нас отсюда идет ниточка, значит, нам нужно зацепить здесь. Цепляем мы только наши кромочные петли. Вот следим за тем, чтобы мы лишнего ничего не зацепили. Вот у нас одна кромочная, вторая кромочная. Кромочные у нас в 2 раза длиннее, в 2 раза выше, чем рабочие петли. Вот эти вытянутые лицевые — это кромочные. За них мы будем цеплять при сшивании. Иглу мы всегда вставляем, ну, как бы сверху вниз, вот таким движением, в ту сторону, в какую сторону мы сшиваем изделие. То есть, если мы движемся сюда, то иглу мы постоянно вставляем вот так. И чередуем. Вставили здесь, здесь, здесь. И так, постоянно чередуя, пробираемся прямо вверх. Смотрим теперь здесь, где наши кромочные, вот одна и вторая. Вот я вставляю иглу между двух кромочных и затягиваю ниточку. Помните, да, сильно мы не затягиваем, но в то же время чуть сейчас я пройдусь и посмотрим. Главное, чтобы пружинила ниточка. Вот у нас между двух кромочных есть, ну, такое местечко. Одна дырочка и вторая дырочка. Вот сюда мы вставляем иглу. Добрый вечер. Мне тоже еще высушить и сшить резинку снизу. Сшить и резинку снизу связать. Ну вот как и мне. Дальше переходим к этой части. Точно так же цепляем иголочку между двух кромочных и вытягиваем. Здесь в резинке следим за тем, чтобы у нас шло чередование: лицевая, изнаночная петелька. Снова цепляем тут и продвигаемся выше. Помните, да, когда я вам говорила про обвязку, нужно следить за тем, чтобы у нас было чередование на шве. Вот как раз это чередование мы сохранили в рукаве, и у нас, ну, шва незаметно. Где этот шов, будет потом непонятно. Привет из Казахстана, приветик! Ой, сейчас почитаю, что вы пишете.
Я уже давно закончила, никак не могу выслать фото из-за бесконечной беготни. Без ног домой приползаю, постараюсь завтра или в субботу отправить. Яна, я жду. Обязательно присылай именно до эфира, потому что я всегда в каждом эфире показываю твои изделия. Очень жду. Так, продолжаем мы сшивать, точно так же цепляя за кромочные петли, то есть между кромочных. Вот как бы вам так показать, вот одна кромочная и вот вторая кромочная, и мы цепляем иглу между этих двух кромочных, вот так. И чуть подтягиваем. Дальше с этой стороны подтягиваем. Если кромочную не видим, то мы разворачиваем изделие наше так, чтобы кромочные было видно. Главное не пропускать дырочки и вставлять ну, в правильные. В какую дырочку мы только что иглу, из которой вытащили, вот сейчас мы из этой дырочки вытащили иглу, в эту дырочку мы иглу вставляем. Вот, из этой дырочки вытащили, у нас ниточка пошла, в эту же вставляем. И так продвигаемся. Подтягиваем, чуть-чуть пришили, подтягиваем вот так вот наш рукавчик или что вы там сшиваете. Важно, чтобы он пружинил. Вот у меня пружинит, значит, я сшиваю правильно. Точно так же, немножко растянув, у вас должен быть капельку виден шов. Если здесь большие отверстия, дырочки, значит, вы сшиваете слишком рыхло, слабо, и нужно посильнее затягивать ниточку. Если вы вот так делаете, у вас изделие не тянется, а шов очень сильно держит, тогда вам нужно послабее сшивать, то есть не так сильно затягивать, как вы затягиваете сейчас. И двигаемся дальше. Где у нас прибавки? Тут у меня в рукаве убавки. Там следим за тем, что у нас кромочная немножко как бы глубже находится, и нужно ее тоже зацепить правильно. То есть посмотрите, не растеряйтесь, не потеряйте наши кромочные в тех местах, где прибавки у свитера. Тут у меня убавки. Где они у меня? Тут? Вот, по-моему, как раз в этом месте. Да, вот как раз в этом месте. И я ищу новые кромочные, ну, в смысле, не новые, а настоящие кромочные, и цепляю за них. Так, Саша, ты спецом сделала, чтобы узор не прерывался на стыке, где будет шов? Нет, 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 тут он у меня прерывается, как видите. Тут у меня как попало, потому что у меня прибавки, его невозможно, ну, было сделать так, невозможно, чтобы он постоянно везде непрерывно шел. Если рукав прямой, то, конечно же, можно. Если есть прибавки, то это, ну, нереально в этом узоре. Поэтому тут на шве у меня узор сбивается. Так. Мне тоже это я прочитала. Я придумываю, где его завтра фотать. На улице, на какой-нибудь яркой стене, какой-нибудь разноцветной. Яна, вот я тебя всегда вижу в таком стиле. Какое-нибудь что-нибудь яркое на фоне, и ты яркая в этом свитере. Хотя я не знаю, какой свитер. У нас есть одна такая участница, зовут ее Яна. Я не знаю, как выглядит ее свитер. Она скидывает фотографии черно-белыми. Так что для меня это будет сюрприз. Но зато вам покажу в воскресенье обязательно. Я надеюсь, Яна мне разрешит показать. Так, сшиваем дальше. Снова я проверяю, все пружинит, все хорошо. И двигаюсь к подмышке. Тут уже можно разложить поудобнее. Двигаюсь дальше. Сшивать, кстати, очень удобно. Ну, я имею в виду, что ниточка не путается, кромочные видно хорошо, пряжа мне нравится. Прям, знаете, он получился такой тяжеленький, как я и хотела, потому что это меринос, и толстенький. Я хотела теплый свитер, я его хочу взять с собой, чтобы в нем не замерзнуть. Вот посмотрим, насколько он теплый. Рукав только тут будет укороченный. Жалко. Так, Саша, скажи, плиз, опять моему пупсу привет, певец. Ой, певец, тебе привет, я тебе машу рукой. Так, можно сшивать при любом узоре. Да-да-да, это вертикальный трикотажный шов. Так сшиваю я любой узор, любые изделия. Вы можете посмотреть мои видео по платью, по кардигану английской резинкой. Там я сшиваю точно так же, ну, все свои изделия. Потому что он незаметен. Если у вас, например, гладь лицевая, то вообще петля к петле
как бы, присоединяется, да, они становятся ближе, 2 лицевые петельки, и незаметен шов. С изнанки как это выглядит? Это выглядит с изнанки тоже должно красиво. У вас должны 2 кромочные петельки идти рядом. Вот они вот так по изнанке и идут. Тоже обращайте на это внимание, чтобы вы цепляли именно ту петельку, чтобы у вас вот такая красивая была изнанка. Если я вязала в 2 нити, сшивать можно одной ниточкой? Можно одной, да. Вот видите, я ж тоже половинкой ниточки сшиваю. Если у вас она прям совсем тонкая, и она легко рвется в руке, тогда лучше 2, потому что, ну, например, вот есть такая всем известная Lana Gold 800 Alize, она очень тонкая, и если вязать изделие, предположим, в 2, в 3 нити, то одной нитью не советую сшивать, у вас точно изделие расползется. Ну, просто где-то потянете случайно, и шов порвется. Вот такую тоненькую лучше, так, не то зацепила, лучше сшивать в несколько ниточек. Просто возьмите нитку в руку и попробуйте ее порвать. Если она рвется легким-легким движением, значит лучше сшивать в 2, в 3 сложения. Если она у вас, ну, тяжело достаточно рвется, любую-то нитку можно порвать, тогда можно ей сшивать. Так, переходим мы, вот тут неправильно зацепила. Халтура. Видите, не туда зацепила. Вот так надо. Переходим к подмышке, и здесь в нашем горизонтальном свитере удобно то, что мы плавно, переходим к сшиванию спинки и переда. Так. Здесь мы подхватываем одну, то есть наоборот, 2 дольки петельки, какие тут я еще сейчас подумаю, с одной стороны, и 2 дольки петельки с другой стороны. Подхватили и затянули. Так как тут у меня узор такой, ну, как это сказать, неоднородный, да, лицевые, изнаночные чередуются, то мне тяжело его будет сопоставить. Я буду его сшивать, ну вот, просто цепляя по 2 дольки каждой петельки. Главное, не теряйтесь, то есть я имею в виду, цепляйте четко 2, ни больше, ни меньше, чтобы у вас к низу свитер сошелся. Я вот сейчас, конечно, буду переживать, чтобы он у меня сошелся к низу, потому что в эфире могу что-нибудь не то зацепить. Ну вот, цепляю 2 тут, 2 тут и продвигаюсь ниже. Тогда будет все хорошо. Если у вас тут лицевая гладь, прям просто лицевая гладь без узора, тогда вы четко должны цеплять, точно так же лицевые петельки и имитировать ваше вязание. То есть создавать такой шов, который бы, был похож на просто провязанный лицевой ряд. Вот это будет круто смотреться. Здесь у меня узор в разные стороны перемещается, поэтому сшиваю вот так. Главное, чтобы не было видно шва. Ну вот тут у меня, видите, идет совпадение, я заметила. Так что буду дальше за этим следить, чтобы эти совпадения у меня совпадения совпадали. Ну вот, видите, образуется такой ромбик из изнаночных петелек. Вот я буду сейчас его сохранять. Еще почему я здесь не могу сшивать горизонтальным швом петля в петлю, потому что вот эта ниточка у меня в 2 раза тоньше, чем та ниточка, которой я вязала. И если я сейчас буду пытаться имитировать этот шов, то у меня будет заметно, что здесь шов. Поэтому просто сшиваю аккуратненько, продвигаясь вниз, и сильно не заморачиваю здесь, чтобы совпадали петли. Вот, видите? У меня тут треугольник, ой, треугольник, ромбик, ну, 2 треугольника, да, ромбик соединился. Вот дальше тоже буду его как-то соединять. Так, дальше в планах что вязать? Дальше вяжем свитер с вточным рукавом. С 11 декабря я уже посмотрела по календарю. С 11 декабря мы его будем начинать вязать. Можете присоединяться к нам. Так, проверяю. Нормально, пружинит. Так, если не гладь, а другой узор, все равно трикотажным швом? Да-да-да, конечно, 100%. Так, добрый вечер. Косы, чтоб тоже совпали, надо. Да, если у вас есть косы, вот здесь, да, ну тут у нас, например, спинка,
идет коса и вперед идет коса, конечно же, вы должны их тут соединить, точно так же, как я соединяю здесь вот эти ромбы. Но тут у меня как-то так оно совпало, что у меня тут ромб, то есть у меня узор закончился здесь, он мог закончиться здесь, тогда бы тут были другие бы, да, ромбы. Ну, в общем, я не планировала, но оно у меня все равно совпало в одном месте. Обязательно, если у вас есть косы или если у вас идет, какое-то чередование узоров по длине свитера, по его высоте, вы обязательно узор к узору должны сопоставлять. Это 100%. Ну, это ж обязательно, иначе как же ж тогда это будет все выглядеть? Выглядеть оно будет не очень, если коса закончится здесь и начнется здесь. Еще учтите, чтобы здесь было все аккуратненько, вы подхватываете с одной стороны подхватываете одну дольку одной петли, вторую дольку другой петли, а с этой стороны подхватываете 2 дольки одной петли, если понятно вам. Тоже, чтобы оно все совпадало. Точно так же, как при сшивании просто вот обычным горизонтальным швом петля в петлю, как я его показывала вам, когда мы вязали платье оверсайз, там я этот шов как раз показывала. Так, ну быстренько, смотрите, я сшила, получилось. Сейчас, наверное, я и вторую часть также быстренько сошью. Посмотрим, что у меня в итоге вообще получилось. Так, что мне тут? Тут тоже ромб совпал. Я даже что-то на него внимания не обратила. Пружинит, все нормально. Так, можно перед тем, как сшивать, маркерами соединить, тогда все сойдется и не будет перекосов. Да, верно, можно маркерами соединить, можно, иголочками соединить, поставить себе меточки, где должно, в каком моменте должна начинаться у вас коса с одной, с другой стороны. Да-да-да, тогда вы себе облегчите работу. Так, у тебя центральную лицевую можно стыковать. Вот эту. Но я ее не буду стыковать, потому что эта ниточка у меня гораздо тоньше, в 2 раза тоньше. Это будет все равно заметно. Я здесь делаю шов, и этот шов, кстати, потом, если у вас только не косы, если у вас какая-то такая, знаете, как у меня, просто монотонный какой-то узор, необъемный, этот шов можно еще под паром прогладить, чтобы он у вас не был вот такими двумя бугорками, а чтобы он у вас был очень ровненьким. Тогда будет тоже хорошо. Ну вот, я закончила, последнюю петельку провязываю, здесь вставляю между кромочных и прячу ниточку. Переворачиваю, прячу. Сразу давайте покажу, как я это делаю, чтобы тоже, ну, красиво все у нас было. Вот так выглядит шов с изнаночной стороны. Тоже, видите, у нас кромочные петельки. Тут они не кромочные, тут те петли, которые я закрывала, они тоже у нас, ну, такими косичками двумя соединяются. Здесь, смотрите, чтобы спрятать ниточку, я завязываю один узелок. Больше я обычно не завязываю, потому что оно и так хорошенько сваливается. Если у вас хлопок, желательно все-таки еще где-то подвязать. Вставляю под петельку вот эту кромочную раз, дальше вставляю в другую уже сторону иглу под вторую кромочную 2. Снова уже в другую сторону вставляю под следующую кромочную и провожу так свою ниточку под кромочными петлями. Главное захватывать конкретно кромочные, чтобы здесь у вас ничего не вылезло. И так потихоньку по всей длине прячем ниточку. Не обязательно ее прятать до самого конца, то есть у нас тут ниточка длиннющая. Вы так пройдитесь 10-15 сантиметров и ниточку отрежьте. Вот я стараюсь подхватывать снизу кромочные петельки, чтобы не было видно, что у меня там внизу где-то идет ниточка. Подтягиваю тоже, чтобы не затянуть, потому что вот, например, я ее спрятала, видите, затянулась. Подтягиваем, чтобы ничего не затянуть, она потом в процессе носки у вас сваляется. После первой стирки свитерочка вообще она никуда больше не вылезет. То есть вы будете уверены, что она у вас там крепко сидит и свитерок точно не распустится. Вот, я прошлась немножко, спрятала, и теперь я тут могу отрезать эту ниточку.
Все готово, спрятали. Дальше тут я еще краешек буду обвязывать. Вот у меня даже лишнее осталось. Точно так же сшиваю вторую часть свитерочка. Давайте посмотрим, что у меня получилось с первой половинкой. Вот мой рукав. Так, и вот, мой свитерок дальше. Вот. Вот так это выглядит. Давайте теперь я сошью ой-ой-ой, вторую часть, чуть не уронила крючок. Но сошью уже ее без вас, чтоб сильно вам скучно не было. А потом померяю, посмотрю. Ой, вот тут рукавчик не высох до конца. Потом померяю, посмотрю, что получилось. Сейчас я камеру поменяю. И отвечу на ваши вопросы, если они есть. Может быть, что-то непонятно. Да, и вот я вижу, что вы пишете. Так, ну давай. Как всегда, не хочет меняться. Так, можно ли при сшивании сымитировать изнаночную петлю? При сшивании вот таким горизонтальным швом петля в петлю можно. Посмотрите мое видео о вязании горизонтальной шапочки. Я там показываю, как сшивать, когда есть в узоре не только лицевая гладь, но и разные петельки, разные узорчики. В принципе, тут я тоже могла так сделать, если сильно, ну, подумать, заморочиться, но меня этот шов нисколько не смущает. Я его хорошенько разглажу, и он будет очень даже хорошо выглядеть. Ну, к тому же самое важное то, что у меня нету ниточки, чтобы это правильно сшить. Итак, беру я вторую половинку той ниточки, которую я отрезала, снова вставляю ниточку в иглу и продолжаю сшивать точно так же второй рукав. Если не будут сходиться стороны, то что тогда? Значит, вы где-то неправильно сшили, неправильно сделали, э, не знаю, как сказать, неправильно зацепили петельку. Для этого вам тогда нужно распустить. Ну, то есть не распустить, а именно шов вот этот вот распустить, и тогда начать заново, найти, может быть, ту часть, где вы неправильно что-то, какой-то стежок сделали. Посмотрите, проследите. Бывало такое, я вам много раз об этом говорила, бывало такое, что я распускала. То есть я дошла до конца, у меня спинка и вперед разные по величине, по длине. То есть, предположим, спинка закончилась, вперед еще остался. Значит, где-то я что-то не так зацепила, и я тогда распускаю этот шов и начинаю сшивать заново. Ну, вообще, в принципе, я не то, что тупо начинаю сшивать заново, я пытаюсь найти то место, где я сделала ошибку. Очень часто делаются ошибки в районе подмышки. То есть, когда идет переход, вот в горизонтальном свитере это не страшно, потому что у нас плавно переходит все одно в другое. А в свитере, когда рукав пришивается к основной части, там как раз может быть где-то на одну петельку чуть выше, чуть ниже пришили, и когда вы начинаете доходить до подмышки, у вас там может немножко спинка съехать на одну петельку выше, вперед на одну петельку ниже. И тогда вы, когда доходите до самого края, у вас не состыковка. Вот в районе подмышки тоже желательно это хорошо посмотреть, проверить. То есть, в принципе, я не то, что тупо начинаю заново сшивать, я начинаю думать, где я могла ошибиться, и тогда можно посмотреть, и именно это место более, тщательно, что ли, ну, прошить. Но не оставлять так. И тем более нельзя, знаете, как иногда делают, тем более нельзя, на одном краешке, например, 2 петельки захватить кромочные, а в другом как раз одну и типа совместить. Но там, где вы захватите 2, здесь будет прямое изделие, где вы каждую захватываете кромочную, а здесь, где вы одну пропускаете, захватываете 2, у вас изделие будет немножко вот в таком виде, то есть бугорок, и это будет заметно на шве, очень некрасиво. Поэтому не халтурьте, а распускайте и заново сшивайте. Так, вы так быстро и красиво сшиваете, сразу видно, что рука уже набита. Я люблю сшивать. Я знаю, что многие не любят сшивать изделия, а мне наоборот, я кайфую, мне всегда хочется поскорее довязать, чтобы сшить, потому что я понимаю, что это, ну вот, уже самый-самый конец, это очень круто, поэтому я как-то получаю удовольствие, у меня это получается, в принципе. Добрый вечер. Ой, красотень, спасибо. Добрый вечер, Лена. У меня однажды разница была сантиметров 5.
Оказалось, что я меньше нужного провязала вперед. Во! У меня такого не было, но я поверю, что такое бывает, потому что вы вязали не по клеточкам. Если я вяжу по клеточкам своим, то у меня обязательно все части одинаковые. Ну, я не хочу 100% об этом говорить, что вы не по клеточкам вязали. Просто главное найти ошибку. В чем проблема? Вот вы как раз правильно сделали, нашли проблему и ее исправили. Вы б так могли еще раз 100 сшить, у вас бы все равно ничего не совпало. А тут смысл именно в том, чтобы разобраться, в чем же дело. Так, я сшиваю рукав. Очень переживаю, что там насчет того, что у меня вообще в итоге получится. Вдруг получится не то, что я ожидаю, и вам не понравится. Я тогда я всегда переживаю, когда что-то я вам такое показываю. Помните, тоже что-то мы тоже вязали, и я тоже примеряла, и тоже волновалась. Уже не помню что. Я вот хочу очень сильно сейчас связать доче новогодний горизонтальный свитер, только не знаю, какие нитки лучше взять. Ну, если он теплый, берите что-то теплое: альпака, меринос, шерсть, полушерсть, ну, мохер, мохер, если только на шелке, чтобы он не был слишком колючим, смотря опять же, сколько лет девочке, потому что если девочка совсем маленькая, тогда лучше все-таки брать что-то более натуральное, чтобы у нее там ну, не случилась какая-нибудь аллергия на какой-нибудь акрил. Или на ту же шерсть, например. Тоже такое бывает. Поэтому советую меринос деткам брать. Так, правда ли, что спинка должна быть чуть-чуть длиннее? Если вы специально запланировали такую спинку, то правда. Если вы ничего такого не планировали, то не должна. То есть если у вас одинаковое количество рядов на спинке и спереди, тогда не должна. Ну, это все, понимаете, в чем суть? Это все решается в процессе расчетов. То есть у вас не должно быть потом в конце сюрприза, что что-то длиннее или короче, если вы это не запланировали. Нам сейчас 2,8. Я бы из мериноса вязала. Девочка маленькая. Не берите пушистую пряжу. Пушистая пряжа деток иногда раздражает. То, что он влезет в рот, тут горло щекочет, и поэтому лучше что-то такое более гладкое, комфортное. Я вот всегда советую меринос, тем более сейчас такой большой выбор, и любая цена, какая только вам понравится, вам подойдет. Но я имею в виду, что такая огромная разница между ценами, что вы точно найдете то, что для вас подходит конкретно. И производителями тоже. Здравствуйте, только начинаю вязать спицами, нашла ваш канал и очень рада. Вы большая молодец. Скажите, плиз, про ниточку. Вы ее сматываете в несколько нитей или она такая есть? Извините, если не по теме. Здравствуйте, Елена, да? Спасибо вам, что вы ко мне заглянули, очень приятно. Если вы про вот эту ниточку, то эта ниточка была уже изначально смотана в 4 ниточки, я ее такой покупала, плюс я ее еще потом смотала в 12 ниточек сама. Причем Саша мне говорил: давай, давай, покупай моталку, что ты будешь мотать сама, но я думаю, ради одной бобинки пока не хочется покупать. Короче, я сматывала ее прям руками, да, и вязала. Вообще, если вы покупаете бобинную пряжу, то у некоторые магазины, они сматывают столько сложений, сколько вам нужно. То есть вы просто спрашиваете, делают ли они такое, либо вам придется самой ее сматывать с помощью рук или с помощью моталки. Сашенька, на какой узор меньше всего идет расход ниток? Хочу свекрови связать шаль из мохера на Новый год. Ажур тогда, тем более, если из мохера шаль на ажур уходит меньше всего пряжи, потому что там много дырочек. А дырочки это минус материал. Ну, то есть наоборот, дырочки это пустота, значит там материала нет и меньше всего уходит пряжи на ажур. Вяжите из мохера толстенькими спицами, будет красиво очень. Будет такая воздушная шаль, и вы ее сможете связать большой-большой, и тогда ваша свекровь, да,
Да, она сможет укутаться в нее и зимой, и носить в прохладную, просто осеннюю погоду. Из-за того, что она будет очень тоненькая, она будет универсальная и тепленькая, и в то же время воздушная, которую можно и зимой, осенью носить. То есть не будет она выглядеть как в каком-то толстеньком шарфике. Приветик, Саша, приветик. Я почти дошла до подмышки, девочки. Да, мне тут вот чуть-чуть еще осталось. И, буду сшивать дальше и потом померю. Ух, я переживаю. Спасибо, буду по вашим видео вязать шапку, пробовать. Пробуйте, у вас все получится. Можете мне задавать вопросы, если что, если вдруг что-то вам будет непонятно, или потом скидывайте мне фотографию готового изделия. Мне очень будет интересно. Я вообще всегда за, когда мне скидывают фотографии того, что связали по моим мастер-классам. Я радуюсь за вас и за себя тоже, что мои мастер-классы кому-то нужны. Это круто. Сашенька, девочки, привет. Приветик, Светлана. Сашенька, рада вас видеть, дождалась сегодня. Собачки, привет. Ой, спасибо большое, так приятно. Спасибо. Я передам привет Еве. Так приятно, что вы помните. Прямо сейчас сижу и э, аж как-то обрадовалась. Спасибо вам. Буду ждать примерку. Я уже сшиваю спинку вперед. И уже начинаю немножко переживать. Саша, мастер-класс есть, как сшивать иглой изделия? Вот я как раз только что показала. Есть у меня на видео, на канале разные интенсивы, и там в каждом интенсиве отдельное видео про сшивание. Можете посмотреть, я там показываю, как это делать. Плюс после эфира выложу вот этот интенсив, вот это видео, которое я только что вот демонстрировала, как я сшиваю. Тоже можете потом посмотреть. Вообще, меня часто спрашивают, ну, те, кто меня на ютубе сейчас смотрит, конечно, это, ну, понятно, но меня часто спрашивают: "Саша, я очень хочу посмотреть, видео из предыдущих, интенсивов. Где мне, куда мне заплатить, чтобы вы мне скинули всю информацию?" Вот я не знаю, как достучаться, как рассказать. Я понимаю, что, видимо, я эм, не так, что ли, доходчиво поясняю, но на самом деле все видео же с интенсива есть на моем YouTube-канале. Они бесплатные абсолютно, без рекламы наш канал. Они в открытом доступе, они будут там бесконечно висеть, ну, то есть пока я их не собираюсь удалять. И вы можете совершенно спокойно смотреть все мои прямые эфиры по вязанию каких-то изделий. Вот прям заходите на канал, там есть плейлисты. Вяжем свитер горизонтальный, вяжем шапки, вяжем этот кардиган регланом, платье оверсайз и так далее. Выбирайте и смотрите абсолютно все эфиры, которые у меня были, и вяжете. То есть это все бесплатно, даже не нужно ничего платить для того, чтобы как-то попасть туда. Так, тут же мне тоже нужно, да, эти ромбики соединять. Соединяются они пока у меня. Первый соединился. Дальше посмотрим. Тут у меня немножко иначе выглядит изделие, немножко сложнее сшивать, потому что здесь у меня не закрытый край, а набранный. Как раз когда я делала вот эти перекрученные накиды и набирала петельки на спинку и вперед. Вот у меня как раз эти два краешка соединились. И иногда тяжело подхватить петельку, поэтому вот, ну, будьте бдительны, тоже внимательно делайте это, смотрите, что вы цепляете. Я вот сейчас стараюсь, конечно, спешу немножко, но стараюсь все таки это более-менее аккуратно сделать. "Не бойся, мы с тобой", пишет, спасибо. Хотела спросить, есть где-то видео у вас, как делать росток? Да, вот там же на YouTube канале у меня есть
тоже отдельный плейлист по вязанию свитера регланом сверху вниз. И то же самое есть видео по вязанию снизу вверх регланом свитера. Берете и смотрите, как вязать росток, как сделать расчеты на реглан. Все, ну, максимально подробно, как могла, там рассказала. Так что заходите и смотрите. И вообще, в принципе, если у вас есть какие-то вопросы, если такой мастер-класс, если такой, зайдите на YouTube-канал, посмотрите сначала. И сразу, я думаю, что найдете. А если не найдете, тогда уже можно спросить. Потому что, мне кажется, зайти и посмотреть со мной гораздо проще, чем ждать, пока я вам там отвечу. Пока я соберусь с мыслями. Саша, привет! Привет, Наталья! Я сегодня довязала реглан сверху по вашим урокам. Так рада, что получилось. Класс! Класс! Фотографию мне прислали или нет? Я хочу посмотреть. Так, блин, это автоподстава, не бойся. Ой, а я даже не заметила, что там какое-то другое слово. А, ну, бойся. Я таки поняла, что не бойся. Я многое смотрю, многому учусь на ютубе. Спасибо огромное вам. И вам тоже спасибо за то, что вы мне доверяете и что тратите свое время на меня. Так приятно это всегда. У вас реально там куча уроков. Ну, получается, что каждый день выходит по одному видео. И так это уже в течение лета, да, с весны, с мая, по-моему, или когда мы там начали вязать свитер, по-моему, с мая. То есть каждый день выходит видео. Когда мы вязали шапки, там по 3 видео в день выходило. Ну, так вот и набралось сколько-то уроков, и мне нравится, потому что когда мы с Сашей снимали эти уроки отдельные, конечно, очень много времени уходило на съемку. Мы прям вставали с утра, у нас съемки длились чуть ли не 5 часов, а чё не чуть ли, реально так и длились 5 часов. И потом к вечеру мы никакущие уставшие, конечно же. Потом это все нужно смонтировать. Монтируется это тоже 100 тысяч миллионов лет, потому что кучу нужно всего вырезать лишнего. Ну, в общем, как-то так оно интересно было, но слишком трудозатратно. А сейчас, когда есть прямые эфиры, очень круто. Появилась такая возможность просто выкладывать на YouTube то, что я наговорила вам в течение часа в прямом эфире. Так, все, я сшила. Сейчас я ниточку спрячу. Тут, конечно, немножко иначе шов выглядит, потому что тут набранные петельки, а не закрытые. Сколько это времени и труда. Ну да, это правда. Насчет этого я спорить не могу. Я много очень времени этому уделяю. Прослушала ответ на вопрос, что дальше в планах вязать. Свитер с вточным рукавом в декабре. У меня в шапке профиля написано. Зайдите, посмотрите, там дата и что мы будем вязать дальше. Да, фото в чате пришлю лично. Да, лично пришлите, конечно. Я уже жду следующего интенсива, хоть и этот пока не закончен. Я пока не жду, потому что я к нему не готова. Вот когда буду готова, тогда, наверное, я его тоже буду ждать. Сейчас я еще спрячу ниточки на рукаве сразу, чтобы сразу было все готово. И начну примерять. Сегодня увидела про пряжу, которую... увидела уже пряжу, которую прям захотела, прям то, что представляла. Ух тышка, Наталья, я почти тоже определилась. Пробный свитер, из чего я буду вязать, и какой я буду вязать свитер в интенсиве, из чего. Ну, давайте, вы тогда тоже покупайте эту пряжу, потому что если понравилось, то надо срочно брать. Так, Саша, в какой программе монтируете? Кстати, заходила в ВК. Ой, нет, в ВК не заходила, девочки, не заходила. Вернее, я заходила, но там по другим делам. Монтируем, это к Саше надо, у Саши спросить. Сань, в какой ты программе монтируешь? Видео. Чего? Ну скажи. За дополнительную плату, Санек, говорит, вредничает. Я не знаю, честно, в какой программе, я не могу запомнить ее название. Потому что я сама не монтирую, монтирует Саша. Саша, скажите, какую пряжу лучше взять на свитер на мужчину 48 размер?
Меринос берите. Я всегда его советую. На все случаи жизни покупайте меринос. Не, ну, если мужчина хочет теплый свитер, потому что мужчины разные бывают. Мужчины иногда не любят, чтобы было слишком жарко. Тогда меринос. Меринос, кстати, и на холодную пору подходит, и на жаркую. Ну, в смысле, когда зима. А если он не любит сильно жаркое, тогда можно из хлопка вязать. Свитер отлично для мужчины будет. Можно взять хлопок с мериносом, тоже очень хороший состав. Ну вот смотрите в какую-то в эту сторону. К тому же еще знаю, что мужчины не любят, когда слишком колется, поэтому не берите что-то турецкое, такое слишком дешевое, иначе он не будет носить. Ну, опять же, от мужчины все зависит, просто я так смотрю, большинство мужчин все-таки чувствительные к колкости пряжи, и им надо что-то либо такое хлопковое, что точно не колется, либо мериносовое. Толщина, сказал, должна быть средней, какую брать, не знаю. Ну вот у мериноса очень разная толщина, но она там как раз чаще средняя, потому что толстый меринос, он очень тяжелый, и, ну, в принципе, слишком толстого мериноса не бывает. Чаще он как раз средней толщины, либо тоненький. Так, девочки, готово. Тут еще у меня вот эти ниточки на... Ой, зацепилась. Вот эти еще ниточки у меня на вырезе, я их уже не буду сейчас прятать, уже самое основное спрятала. Вот что у меня получилось. Но он точно будет в обтяжку мне сейчас. А рукав будет широкий. Свитер сам будет в обтяжку, а рукав широкий, 100%. Сейчас посмотрите. Но рукав я планировала вот такой. Посмотрим, насколько он короткий. Правильно Саня говорит, у вас и так халява, другие за каждое слово и каждую букву плату требуют. Да не, я не знаю, что он сейчас вредничает. Если у него спросить в директ, я думаю, он скажет, так что напишите ему. Какой фирмы лучше мериносовую пряжу? Красота, спасибо. Ой, он такой жаркий. Все, мне уже жарко. Да, он в обтяжку, девочки. Ой, я хотела широкий. Ну, это из-за плеч, то, что я уменьшила плечи. А рукав такой, смотрите, как я и хотела. У-ху-ху. Так, смотрим, что у меня получилось. Это точно вперед? Ну да, вырез такой. Можно вырез, кстати, еще довязать, потому что он широкий. В принципе, я думаю, что по глубине он такой, какой я и хотела. 15 получается, 15, да, его нужно немножко довязать. Горловину довязать чуть повыше, вот капельку, хотя так тоже хорошо. Так, рукав вот так, 3/4. Тут он у меня как раз коротенький, как я и хотела, как же вам показать, но только он в обтяжку. В обтяжку из-за того, что не хватило пряжи. Сейчас я про меринос скажу. Вот, видите? Получился в обтяжку. Здесь нужно рукавчик чуть подправить. Вот так. На ютубе видно или нет? Ну вот, вроде все получилось, только в обтяжку. Так, почитаю, что вы пишете. Какой фирмы лучше мериносовую пряжу? Все зависит от того, сколько денег у вас есть, потому что меринос бывает разной ценовой категории. Он бывает и очень дешевый, там, ну, до 200 рублей моток один. Он может быть и дорогой, типа там 700 рублей за моток. Мне нравится меринос из дешевых, да, фирмы Drops, Baby Merino. Из более дорогих, например, я очень люблю меринос Mamba Siam или Катя, Merino 100 он называется, средней толщины. Вот они очень мягкие, такие какие-то, знаете, стандартные, я бы сказала, стандартные по мягкости мериносы. Так, мужчины еще те кокетки любят повыделываться, да-да-да. После стирки не потянется. Я его вот после влажно-тепловой обработки, он у меня уже точно в ширину не будет. Вот как раз плечо, то, что я убирала, как раз оно и дало то, что он стал узеньким. Так, не успела надеть, уже жарко. Правда, жарко.
Красота, симпатично, красота, мне очень нравится, мне нравится, клёвый, спасибо, хорошо сел, красиво, спасибо. Но я еще на футболку-то его не буду носить, может, он и капельку еще будет, капельку пошире. Но вообще, в принципе, он удобен тем, что он немножко узковат, потому что можно спокойно носить на любое пальто, и он не будет, знаете, там внизу как-то топорщиться. Так что я уже ищу плюсы. А вот рукав реально получился таким, как я и задумывала. Рукав идеальный. Вот все-таки, если бы мне хватило пряжи, если бы я связала на 50 сантиметров ширину, он бы у меня был четко 50. Потому что рукав-то я не уменьшала ширину, и ширина рукава у меня та, которая мне и нужна. Вот, я так и хотела немножко такой широкий сделать, 25 сантиметров. Да, 25. А здесь я уменьшила, и он стал маленький. Так, очень красиво, фактурный цвет. Фактурный и цвет великолепный, хорошо будет без футболки, просто на тело будет супер. Но я его еще потом сфотографирую вам, как оно выглядит. Но вообще, видите, что мне нравится в горизонтальных свитерах, что тут реально нет никакого шва, и оно так плавненько все перетекает друг в дружку. Саша, свитер супер, спасибо, узор смотрится красиво, суперовый. Спасибо, девочки, спасибо. Кстати, да, еще одно доказательство того, что расчеты все верны. То есть, если вы вяжете образец, измеряете и вяжете четко по тому, что у вас получается, то у вас ширина получается такая, какая нужна. Вот рукав отличное тому подтверждение, он у меня получился таким, как я и задумывала. А свитер я не хватило у меня пряжи. Стройняшка в обтяжку классно. Вот если б я такое делала, весь чат бы со смеху умер. Ну, в этом есть плюс, да, что я достаточно худа для того, чтобы носить все такое маленькое. С обновкой вас великолепно, спасибо, Натальи. Две Натальи, спасибо большое. Фу, мне кажется, мне его нужно снимать, мне в нем очень жарко. Сейчас я попробую аккуратненько его снять. Ой, аккуратно не получается. Я его, может, специально подтягиваю, чтобы он у меня капельку расширился. Так, все, отлично. Где тут у нас? Вот я сейчас вам его еще раз покажу. Я думаю, что видно. Понимаете, в общем, что у меня получилось. Может, еще низ надвяжу, будет капельку подлиннее. Вообще, в принципе, я сейчас поняла, как можно было его сделать 50 сантиметров, как я задумала, но таким, чтобы он был хорошеньким. Наверное, можно было его покороче еще связать, вот прям совсем покороче, и довязать резиночку. Тогда, наверное, он бы был то, что надо. То есть он был широкий и короткий, но за счет резиночки он бы получился по длине такой, какой мне нужен. Ну, видите, это уже такое. Уже не буду перевязывать. Классный, спасибо. Юбки вязали когда-нибудь? Да, конечно, вязала. У нас даже есть мастер-класс на YouTube-канале по вязанию летнего платья. И там как раз я рассказывала очень много юбок, расчеты на разные виды юбок, и мы вязали и юбку-карандаш, ну, в смысле, вязали мы в платье юбку-карандаш, но я рассказывала про расчеты, и юбку с клиньями, и юбку трапециевидную, и юбку прямую, и вот сам карандаш. Вы тоже можете посмотреть, если вам это интересно, и ну, поизучать ту информацию, которую я давала. Расчеты юбки называется «Интенсив. Вяжем летнее платье». Красиво смотрится и сидит на тебе, без майки будет лучше. Ну, без майки-то понятно. Спасибо большое. Можно по бокам вставку сделать? Можно. Вы мне подали идею. Может быть, и правда из вот этого цвета сбоку сделать вставку. Я его еще завтра померяю без майки, посмотрю, сфотографируюсь, как со стороны выглядит, и тогда буду думать.
Но, мне, знаете, в чем плюс, что мне понравилось, что я уложилась все таки в пряжу, и все таки у меня рукава все закончились как надо, и по ширине рукава хорошие, и сам он, ну, то есть не то, что я там связала до рукава, и последний рукав, мне пряжи не осталось, и мне пришлось вообще полностью все передумывать. А он у меня все таки получился. То есть я все таки смогла поместиться в 450 граммов, но вот тут нужно уже подумать, или так оставлять, или, может быть, что-то. Ну, перевязывать я точно не буду, потому что он и так получился. Так, низу чуть шире. Да-да-да, я поняла, вот такого типа, клинышек вставить. Может быть, знаете, даже можно вот такой резинкой, и даже можно ее вот так поставить. То есть не вниз, чтобы шли полосочки, а поперек. Резинку будешь довязывать? Да, я еще завтра его померю, но резинку хочу довязать. Потому что хоть и край у него тут такой нормально смотрится, вот его край, но в то же время как-то, как-то как будто не хватает чего-то. Мне кажется так. Так, не надо вставок, так красиво очень, это мое мнение, конечно. Я померяю завтра, посмотрю, как, главное, чтобы у меня душа лежала к этой ширине. Получается, здесь ширина, если я тут убавила, у меня было 15,5, я сделала 12 сантиметров, значит, я убавила 3,5 тут и 3,5 тут сантиметра. То есть всего у меня убавилось на 7. Долго, я думаю, на 7. То есть ширина у него получилась 43. Ну вот 43 как раз обхват моих бедер примерно, то, что я хотела. Нет, я вру, конечно. Ну, примерно, да? Примерно, да, обхват бедер, то есть как раз четко в обтяжку. Снова, видите, все расчеты верны. То есть если судить по тому, что это ширина 43, как раз все очень четко по мне сидит. Да, я еще раз убеждаюсь в том, что что я молодец, что у меня расчеты все всегда верны. Держите по расчетам, еще раз вам говорю, и тогда у вас все будет круто получаться. Сейчас я еще измерю, получилось ли 43. Конечно, вам не видно. Так, у меня тут получилось 40. 40, но еще за счет того, что я сделала 2 шва, то есть оно у меня еще вовнутрь сложилось, 40 может быть. Ну вот как раз в обтяжку. Так. Мне кажется, что не нужна. Не нужна снизу. Я померяю, посмотрю. Так, девочки, свитер супер, я так на будущее для себя прикидываю, спасибо. По низу голубую резиночку и все супер, спасибо. Куда девочки свои работы выкладывают по интенсивам, так интересно, у кого что получилось. Я в воскресенье, у нас будет отдельный эфир, в воскресенье в 20:00 я покажу все работы, которые мне успеют девочки прислать. В прямом эфире буду их вам показывать. Вообще по хэштегу желательно выкладывать, но, к сожалению, не все девочки выкладывают по хэштегу «Вяжем с Краснобаевой горизонтальный свитер». Там должны быть, я у всех очень всегда прошу, там должны быть эти работы, вот можете там посмотреть. Приветик. Очень красиво получилось, померяешь, чтобы еще удобно было, да. Ох, у меня рассчитано как раз 400 грамм пряжи на свитер. Вяжу тройкой спицами, длинные рукава, и вы сейчас говорите, у вас не хватило пряжи. Какой состав у вас? Ой, если успеете, напишите. Если у вас меринос, то, может быть, не хватит. Но если у вас какая-нибудь альпака, полушерсть, то может хватить. Еще от состава многое зависит. Меринос тяжелый. Слушаю вас и вяжу. Круто, круто. Ну все, я довольна, что у меня получилось все, как я смогла из этой пряжи вытянуть. Лучше я вытянуть не смогла, к сожалению, потому что её просто не хватило. Но я еще раз убедилась в том, что мои расчеты верны. Это круто. И убедилась в том, что, в принципе, можно выкрутиться, если пряжи не хватает. Все, буду прощаться до воскресенья. В воскресенье покажу все работы, которые девочки успеют связать, участницы в нашем интенсиве. Все, пока, пока, пока.